Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию мастер-классов на моем канале по украшению именно огромных тортов. То есть торт в данном видео мы будем украшать 30 сантиметров в диаметре, почти 12 сантиметров в высоту без украшения и около 6 килограмм весом. Это без украшения этот торт. Вот такой он большой, рассчитанный примерно на 40 порций. В данном видео я хочу показать, как быстро украсить этот торт, сэкономив время, сэкономив средства, крем, красители и как вообще правильно работать с подобного рода тортами. Торт будем украшать белково-заварным кремом, кремом на итальянской меренге. Сейчас измеряю для вас свою заготовку. Здесь вот у меня линейка показывает, что 29 с небольшим сантиметров. Выпекала бисквит в 30-сантиметровой форме. В начинке у меня бисквит, малина и сливочно-творожный крем. Торт огромный. Покрыт торт масляным кремом на сгущенном молоке. Ночь простоял он у меня так в холодильнике. Видите, масляный крем, благодаря тому, что бисквит пропитывался, немножко потрескался. Но это нормально, дальше он никуда не пойдет. Сейчас сверху наношу итальянскую меренгу, белково-заварной крем на торт, чтобы потом тюльпаны уже наносились очень хорошо и соприкасались именно с кремовым покрытием. Здесь я окрасила крем в легкий такой коричневый цвет. Наношу основу. Здесь почти 12 сантиметров у нас. Насадка 8 сантиметров, открытая звездочка. Для такого торта это сравнительно небольшая насадка. Делать будем корзину с так называемыми двойными прутьями. Что это нам дает? Это дает экономию крема, во-первых, экономию времени. И смотрите, так как мы здесь делаем практически постоянно параллельные движения, тем самым мы уменьшаем себе вот именно количество этих движений. И это когда нужно сделать быстро этот торт и качественно, это очень ощущается именно в работе. Если нам, допустим, делать корзину из очень маленькой насадки, это займет колоссальное количество времени на таком огромном торте. Если делать эту же корзину из огромной насадки, допустим, такой как 1М, это потребует огромное количество крема. И все это будет смотреться уже не так красиво, если делать из большой насадки. Поэтому я вам предлагаю вот такой вариант украшения. У меня вот такая получилась, смотрится она очень прилично. Здесь у меня стык, он сейчас закроется аэрографом, я сейчас буду проходить аэрографом еще сверху. У кого нет аэрографа, тогда уже берите потемнее крем. Смотрите, я взяла здесь буквально пару капель темного такого коричневого красителя, развела его просто в воде. И сейчас из аэрографа я пробую именно на месте стыка, какой у меня цвет. Аэрограф у меня старенький, название марки его я даже не знаю, уже много лет им пользуюсь. И цвет меня устраивает. И смотрите, по этим перпендикулярным столбикам я прохожу аэрографом. Больше я нигде аэрографом не прохожу. И получаются такие очень красивые блики на корзине. И меня все устраивает, и таким образом я сейчас дорабатываю всю корзину из аэрографа. Делается это очень просто и очень быстро, и тем самым мы сэкономили огромное количество красителя, просто огромное, потому что окрасить такое большое количество крема, здесь я на одну только корзину и на покрытие сверху данного торта я варила крема белково-заварного итальянской меренги из расчета на 150 грамм белка. Теперь делаем тюльпаны. Обычная насадка тюльпан. Ищем середину у торта, отсаживаем центральный цветок, и от него сейчас из белого крема я отсажу еще 2 ряда тюльпанов. Под углом примерно 45 градусов я сейчас отсаживаю их. И смотрите, насадка уже засорилась. Что делать? Берем салфетку, протираем насадку. Огромное количество вопросов в комментариях именно по вот этой проблеме мне поступает. Здесь обычная кипяченая вода у меня. Я промыла именно кончик этой насадки
И протираю сейчас насухо, опять же, одноразовым бумажным полотенцем. Итак, насадка совершенно сухая и чистая. Продолжаем работать. Белый крем, ничем не окрашенный, он всегда в тюльпанах, да и в розах отсаживается труднее всего, потому что краситель так или иначе, особенно если это качественный гелевый водорастворимый краситель, он стабилизирует белково-заварной крем. А в белом именно варианте, вот, когда не окрашенный крем, это всегда более проблематично, особенно в тюльпанах. Но это не страшно, продолжаем просто работать дальше. Итак, 2 рядочка тюльпанов вокруг центрального получились. Теперь пошел следующий этап работы. Я легким розовым цветом окрасила тот же самый белково-заварной крем и отсаживаю из этой же насадки, промыла насадку, одела чистый новый кондитерский мешок. И видите, эти тюльпаны уже более стабильные, потому что краситель их так или иначе стабилизирует. Делается это все очень просто и быстро. Такой торт реально украсить и сварить крем на него буквально за час. На цветы я варила крем белково-заварной на итальянской меренге из расчета порции на 120 грамм белка. Это примерно 4 небольших яйца. Сейчас завершаю второй ряд уже тюльпанов и еще сейчас выборочно отсажу по одному тюльпанчику вокруг этих розовых уже тюльпанов, чтобы композиция смотрелась просто более естественно. Между примерно 3 тюльпанами, 2-3 тюльпанами я отсажу по одному, чтобы переход был более плавный в цвете. Итак, сейчас пройдусь по всему торту. Теперь у меня цвет розовый фуксия. И я завершаю эту композицию именно вот из этого цвета. Сразу говорю, крем на тюльпаны и вообще крем белково-заварной на любое украшение белкового торта, на любое украшение итальянская меренга, белково-заварной крем должен быть самым свежим. То есть только сварили, сразу же украшаем торт. Вот такая композиция у меня на данном этапе получается. Сейчас будем отсаживать листья. Итак, для листьев я беру насадку лист тюльпана. Если у вас такой насадки нет, можно брать насадку открытая звездочка с наименьшим количеством зубчиков. Цвет красителя здесь фисташково-зеленый. Если нет у вас именно такого цвета, можно просто смешать зеленый и слегка добавить туда коричневый либо красный. Красный даст такой легкий, болотный такой оттенок в зеленом цвете. Листья здесь отсаживаем выборочно. Не увлекаемся листьями, чтобы не заглушить ими всю цветочную композицию. Вокруг каждого тюльпана я отсаживаю по окантовке по одному листочку. Можно делать чаще. И вот такая композиция в итоге у меня получается. Торт, который украшен, такой огромный, украшен буквально за 1 час. Вместе с украшением торт у меня получился около 7 килограмм весом. То есть торт действительно очень внушительный, он высокий сам по себе. Торт на большую компанию. Торт всегда актуален на женские юбилеи, на какие-то дни рождения для женщин, для девушек. Именно такое украшение тортов тюльпанами, оно всегда актуально и всегда пользуется большим спросом. Есть на моем канале и другие виды корзинок с тюльпанами. Я ссылки оставлю вам в описании. И я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.